Я сначала думала, что для прокачки класса нужно просто делать то, чем этот класс занимается. Но с Майнер все оказалось вообще не так. Я буквально брала кирку, шла искать руду и думала, ну все, сейчас опыт посыпется. А потом оказалось, что сама добыча руды мастерство вообще не прокачивает. И тогда я решила разобраться нормально. Что действительно дает опыт? Что лучше делать во время обычного забега? И какой способ помогает прокачивать классы быстрее? Потому что просто бегать по карте и надеяться на увеличение опыта – такое себе. Начнем с самого простого. В класс-мастере сейчас есть 4 класса с прокачкой до 10 уровня. И чтобы полностью прокачать класс, нужно 8800 опыта. Сначала я смотрела только на Daily Objective. Оно обновляется каждый день и может дать совсем немного опыта за выполнение. Причем задания каждый день меняются, поэтому иногда можно получить такое, которое и так выполнится во время обычного забега. Например, если нужно убивать врагов, я просто продолжаю зачищать города. Если нужно проехать расстояние, тут вообще ничего делать не надо, кроме как ехать. Поэтому Daily Objective я бы точно не игнорировала. Но самое интересное в том, что опыт можно получать еще кучей способов. Например, за убийство врагов. Зомби, вервольфы, бандиты. В общем, обычные противники, которых мы и так встречаем по дороге. За убийство врага дается 10 опыта. И тут я поняла одну простую вещь. Если впереди город, мне уже не хочется просто проехать его насквозь. Я могу остановиться, зачистить врагов, залутать здание и продолжить путь уже с дополнительным опытом. И это намного приятнее, чем специально придумывать отдельный маршрут только ради опыта. Есть еще один способ, который вообще не требует сражений. Расстояние. Когда я еду на поезде, опыт тоже постепенно набирается за пройденный путь. За каждые 100 метров указано 2 опыта. Так что сама поездка – это уже часть прокачки. Я просто еду дальше, а опыт постепенно добавляется. И получается довольно удобно. Я могу одновременно убивать врагов, зачищать города, ехать на поезде, выполнять Daily Objective, собирать награды и приручать животных. И все это работает на одну и ту же прокачку. Кстати, лошадей тоже можно приручать ради опыта. А еще есть волки. За приручение волка можно получить 20 опыта. Для этого нужен труп зомби, так что если по дороге встретился волк, можно не просто пробежать мимо, а получить еще немного опыта. И вот из таких мелочей опыт начинает накапливаться намного быстрее. Ты чё, что ли? Да что ты, черт побери, такое несешь? После всех этих проверок мне больше всего понравилась именно идея комбинировать все. Допустим, я заезжаю в город. Сначала убиваю врагов, потом лутаю здание. Если попалась награда за бандита, забираю ее. Если рядом есть лошадь, приручаю. После этого снова сажусь в поезд и еду дальше. Попались рыцари, переживаю этот момент. Добралась до нужного здания, продаю награды. И продолжаю ехать, то есть мне вообще не приходится останавливаться посреди забега и говорить: так, теперь я буду фармить опыт. Я просто прохожу игру, но по пути собираю опыт из разных действий. И вот это уже ощущается намного быстрее, потому что один способ может давать немного опыт, второй еще немного, третий еще. А вместе получается совсем другая скорость прокачки. Копейка рубль бережет. Но здесь есть интересный момент. Одинаково удобно фармить все классы не получится. Например, доктор намного приятнее прокачивать, когда рядом есть тиммейт, потому что за оживление союзников тоже можно получать опыт. А если у меня есть бинты, я могу несколько раз помочь тиммейту и получить за это опыт.
Так что для доктор есть отдельный очень удобный вариант фарма. А вот с майнер все наоборот. Я могу взять кирку, найти руду и начать копать. Но сама добыча руды мастерство не прокачивает. Поэтому если Daily Objective не просит меня добыть определенное количество руды, я не буду тратить на это время только ради класс Mastery. И вот это, наверное, был самый неожиданный момент для меня. Ты смотришь на майнер и думаешь, ну это же буквально шахтер, конечно, он должен качаться за руду. А игра такая? Нет. Зато Daily Objective с добычей руды выполнить довольно легко, особенно потому, что кирка быстро разбивает руду. Теперь Cowboy. Этот класс удобен уже с самого начала. Я появляюсь с лошадью, седлом, револьвером и патронами. То есть мне не нужно сначала искать транспорт или оружие. Можно практически сразу ехать по карте, зачищать города и собирать опыт. А лошадь еще можно приручить и получить дополнительный опыт. Поэтому для самостоятельного забега Cowboy выглядит очень удобно. Ну и последний – Vampire. У него высокая скорость и сильный ближний бой, поэтому врагов можно зачищать довольно быстро. Но есть проблема – солнце. На ранних уровнях Vampire получает от него урон. Зато по мере прокачки этот минус уменьшается, а на максимальном уровне солнечный свет уже не наносит ему урон. И если хорошо научиться двигаться во время сражений, толпы зомби можно разбирать довольно быстро. Я, например, старалась постоянно двигаться и одновременно атаковать, чтобы не стоять на месте перед всей этой толпой. А усиленный удар ножом еще и помогает восстанавливать здоровье. После всего этого я бы вообще не делала отдельный опыт забег. Я бы просто строила обычное прохождение так, чтобы по пути собрать как можно больше опыта. Перед стартом смотрю Daily Objective. Потом еду. Вижу город. Зачищаю. Нашла награду. Забираю. Встретила лошадь. Приручаю. Попался волк. Если есть труп зомби, тоже можно приручить. Еду дальше. Пока поезд движется, продолжаю получать опыт за расстояние. Если появляются рыцари, переживаю их. А когда добираюсь до места, где можно продать награды, продаю их и снова продолжаю путь. И самое главное, я не начинаю специально копать каждую руду только потому, что играю за майнер. Если это нужно для задания, да. Если нужны ресурсы, тоже да. Но если цель именно класс Mastery, лучше тратить время на действия, которые действительно дают опыт. Еще можно играть в Endless и продолжать зачищать города и крепости по пути. Так что 2 или 3 нормальных забега, где ты постоянно собираешь разные источники опыта, уже могут очень сильно продвинуть класс. И теперь самое интересное – сама структура класс Mastery. Первые 2 уровня дают обычные улучшения класса. На 3-м уровне появляется способность. Потом 4-й и 5-й уровни улучшают эту способность. На 6-м уровне появляется еще одна способность. А 7-й и 8-й снова улучшают ее. 9-й уровень в большинстве классов связан с дополнительным усилением, которое обычно множит урон. И, наконец, 10-й уровень максимальный. То есть прокачка не просто заполняет полоску ради красивой цифры. По пути класс реально получает новые возможности и улучшения. И именно поэтому хочется дойти до самого конца, а не остановиться где-нибудь на середине. Короче, я теперь точно не стала бы фармить класс Mastery только одним способом. Гораздо удобнее собирать опыт прямо во время обычного прохождения. Убиваешь врагов, едешь на поезде, выполняешь Daily Objective, приручаешь животных, собираешь награды, и все постепенно складывается. А майнер я теперь точно не буду заставлять копать руду просто ради прокачки. Ну а теперь рассказывайте, какой класс вы сейчас качаете и до какого уровня уже дошли? И какой класс хотите первым довести до 10-го? Мне реально интересно посмотреть, кто уже успел его замаксить. Пока!